Через считанные минуты эти куриные грудки превратятся в белое мясо. 5 участниц конкурса профессионального мастерства среди обвальщиков мяса птицы первым делом натачивают ножи. Ведь чем острее инструмент, тем быстрее кипит работа. Жюри отмеряет 45 минут, конкурс начинается. Начинаю от середины и это по краям. 5 тонн перерабатывают обвальщики за смену, значит, на каждого из них приходится по 300 килограммов. И так целый день. Работа обвальщика требует не только профессионализма, но и терпения, выдержки и крепости характера. Важно не только получить чистого мяса как можно больше, но и сделать это с минимальным остатком мякоти на костях. Такая работа под силу далеко не каждому. Что такое трудное и кропотливое дело, как обвалка мяса, это исключительно мужская работа. Но так сложилось, что именно на нашем предприятии этим занимаются исключительно женщины. Они, безусловно, все молодцы, все профессионалы. И с каждым разом производительность их становится все больше и больше. По окончанию конкурса каждый ящик с филе и каркасами взвешивается, после чего высчитывается общий объем переработки и процент выхода мяса. Булатова Валентина нарезала 40 килограмм белого мяса. Участницы волнуются, переживают за результаты, но вот победитель определен. Им становится Надежда Титова. Она переработала 90 килограммов мяса, получив при этом 44 килограмма филе. Выход составил почти 50%. В награду за свое мастерство победительница получает диплом и премию в 3000 рублей. Участница рассказывает, что на выигрыш не рассчитывала и сильно волновалась. Я себя успокаивала. Спокойнее, потому что все равно какое-то чувство на душе есть. На птицефабрике Среднеуральск это не первый конкурс профессионального мастерства. Такие конкурсы прошли недавно и в инкубаторе, и в цехе птицеводства. Рабочие соревнования – хороший стимул, уверено руководство предприятия. Для нас это тоже очень важно, чтобы мы изготавливали качественный продукт, который будет правильно нарезан и представлен потребителю. Но если на птицефабрике есть профессионалы, значит продукция достойного качества.